Привет, друзья! Сегодня пришла вот такая пицца. И сегодня мы поговорим с вами о ее начинке. Давно я уже подбираю маховик. Очень тяжело это дается, но первая пицца пришла. Так, дальше покажу, что я еще докупил. Заглушка, место, где вы видели в предыдущем видео, у меня открыто, должно быть закрыто. Так, бендикс и задний сальник или коренной сальник, так как будет сниматься коробка передач. Ну, не хочу сделать так, чтобы заплатить за работу, потратить люди время, и потом в результате придется в скором времени лезть к сальнику. Так что уже заодно заменю и его. Плюс докуплю 2 литра масла. Ну и скоро будет замена, осуществлять ее буду не я, так как процедура-то довольно тяжелая. Снимать надо коробку, автомат, надо место, надо человек, который это делал. Таких тоже оказалось очень мало. Почему так долго не выходит видео? Потому что идет подбор нужных элементов к замене и непосредственно СТО, на котором это надо сделать. Так, ну дальше расскажу, покажу то, как я его подбирал себе. Тяжело найти в нормальном состоянии. Нормальное состояние я имею в виду с нормального металла. И подобрать его более-менее живой и более-менее не старый. Сейчас расскажу, как я подбирал, а вы думаете сами. Зрительно я все начинал эту процедуру, задрочил всех вокруг продавцов. Зрительно хотелось увидеть его живым, просил у всех маркировки. И по этим маркировкам пытался разобраться, что к чему. Ну так, пожалуй, начнем. Первая маркировка, которая хотелось бы нам увидеть, чтобы она была, это вот маркировочка здесь, непосредственно на самой бляхе. 611 032 0147. Будьте осторожны, здесь могут быть вот не 611, по-моему 613. Возможно, он тоже подходит. Я пока подбираю то, что я думаю подойдет. Какие-то были маркировки здесь, но их уже не видно. Они мне в принципе не нужны. Вторая маркировка, какую я просил у продавцов, это у нас маркировочка на самом венце. Предположение мое такое. Информации на эту тему я не нашел, но судя по большому количеству венцов, которых я увидел, могу предположить. Тут по Мерсу это, ребята, будет у нас неделя и год. Это самый свежий венец или маховик, который я вообще нашел. Самый свежий. Потому что есть здесь и 98, и 01, и 02. Это самый свежий, который мне удалось найти. Первый момент. Так, повторяюсь, я еще не уверен, что он подойдет. То есть я предполагаю, что он подойдет. Тоже же информацию некую находил в интернете. Ребята сказали, что ставили. Так, по джипу в оригинале что-то найти тупо нету ничего вообще. Нашел на одном сайте, предполагаю, что
он нормальный, потому что некоторые сайты даже пишут, что есть, и их ставишь в покупку, потом они перезванивают и говорят: извините, он на механику. Не знаю, на какую он механику, но история вот так. По подбору, что мне еще было важно? Мне по подбору важно было металл. То, на что я обращал внимание в первую очередь. Металл венца и на состояние зубов. Просил всех сделать фотку поближе. И я заметил небольшие отличия в венцах. Тоже мое предположение. Некоторые венцы идут по всей длине с такими насечками. Вот такими насечками. На всех этих венцах, которых я находил, уже склалось такое мнение, что у них металл хуже, или возможно это какие-то копии или реплики, так сказать, или возможно это уже самоклепы, возможно венцы покупали, переваривали. Потому что на более старых образцах я находил, что металл здесь идет плоский, вот такой плоский он. Но на тех венцах, которых я находил, и у них здесь шли насечки, у них все зубы видно были, что они уже повреждены. Смею предположить, что или закал металла, или металл не тот, или что-то с ним не то. Потому что, повторяюсь, я сам как сварщик бывший, я могу сказать вам так, что металл металлу разница. И вот я на всех вот этих венцах находил поврежденные зубы, так что тут аж закатывается металл. Это понятно, и это тоже не новый. Но то, что на всех присутствовали такие задиры, смею предположить о некачественном металле. При покупке, что я могу заметить? Положил я его на стол, стол стеклянный, ровный. Почему я говорю об этом? Потому что могу заметить, венец у нас должен быть максимально идеально ровный. Я пытался как производить еще. Ставил вот так, смотрел на зазоры. Это то, что я могу зрительно увидеть. Потом переворачивал на ту сторону, ставил и рулеткой приставлял и мерял в разных местах. Почему я сказал о столе? Ложил на стол и проверял его. Вот смотрите. Слышно, да? Это означает, что где-то люфтит. В принципе, эта плоскость, она важна. Вот здесь она важна. И важно, чтобы этот перекос не был максимально критичным, так как, возможно, это будет вызывать у нас вибрацию мотора. Так, есть в одном месте небольшой люфт. Если нажать аж на сам венец, то у нас эта плоскость перекошена. Видите, дырки вот эти. Это дырки, те, которые делают ему баланс. То есть, благодаря этим дыркам убирается так званые, отцентровывается он, можно сказать. Так, ну, чтобы закончить эту тему, еще смотрите, это новый бендикс. Его мы тоже будем менять. Маркировка нашего бендикса.
В оригинале с Mitsubishi, но вы их уже не найдете. Так, что касается зазора самого. Вот если смотреть на старый Bendix, он, конечно, не такой уже ушатанный, но на нем можно проследить следы нашего зацепа. Этот зацеп зрительно составляет где-то в районе 7 миллиметров. По Мерсу этот венец идет 12 миллиметров. То есть, в принципе, где-то в этом диапазоне оно и работает. Потому что я смотрел на тот, что стоит, он зрительно толще, но этот зацеп, он тоже не на всю плоскость идет. Я сразу думал, что, возможно, это зацеп плохой такой из-за того, что у нас получается плохо сам Bendix выбрасывается. Возможно, ну вот это вот, я не знаю, честно, ребята. Смею предположить, что это беда. Смею предположить. Как он будет себя вести, не знаю. Возможно, будут проблемы из-за того, что там будет баланс неправильный с вот этими лепестками, с которых будет считывать датчик коленвала. Он считывает нас показатели вот этих лепесточков. Здесь идет специальный вырез, где он понимает, что кольцо одно уже пройдено. Ну а с них считывает частоту вращения. Так. Конечно, ставить его на двигатель стрёмно. И для этого лучше было бы его, ну, например, на шиномонтажку где-то, если оно оденется там, как-то попытаться его зажать и посмотреть, не будет ли вибрации. Это было бы идеально. Если видишь, что оно все нормально, то в принципе можно будет на это все дело не обращать внимания. Четко. Ну что, ребята, информацию нужную я вам дал для размышлений. Все, ребята, скоро будет мой боец в строю. Всем удачи, пока.